Новые отряды, скины, изменения интерфейса и все инсайды на то, что вас ждет в новом сезоне Пробуждение Династии. Стоит сразу сделать поправку. Материал, представленный в ролике, был отснят на PTR сервере, в дальнейшем может быть изменен и отличаться от релиза. Ты на канале Лорда Говарда, поехали. То, ради чего многие запустили этот ролик, отряды. Нас ждет 3 новых юнита, и давайте посмотрим их по порядку. Дословно, печи династии Цинь — своеобразный артиллерийский расчет по традиции, имеющий только одну ветку прокачки. Механика отряда строится на установке тяжелого арбалета, по сути импровизированной баллисты, и сквозное поражение легкой и тяжелой пехоты на дальней дистанции. Первый скилл, собственно, разворачивает арбалеты. Только из положения развернутого орудия может производиться дальнейшая стрельба. Второй же скилл, стрельба по области, всем нам знаком и не нуждается в представлении. А вот третий, детонация, позволяет запустить в недруга зажигательные болты, опрокинув вражину. Скилл начинает действовать на относительно ближней дистанции, дабы отбросить приближение оппонента. Этот же скилл будет наносить существенный дамаг, уходя на кулдаун в 25 секунд. Пассивные способности говорят о том, что, как и фальконеты, передвижение отряда с тяжелыми арбалетами будет очень медленное и не даст вам ни забраться на лестницы, ни таскать осадные сооружения. А также все команды, включая автоматическую атаку, будут отдаваться вручную игроком. Здесь же обращу ваше внимание, что отряд будет иметь стаки. Атакуя врага, вы будете отмечать его меткой горения, увеличивающей урон от арбалетчиков и их детонацию с каждым набранным стаком. Такие стаки накладываются до 10 раз на юнита врага. Примечательно, что один болт арбалетчиков может пробивать до 5 целей, но перед тем, как кричать, что это мега имба, давайте учтем и минусы. Хоть отряд имеет огромную дальность, с точностью у него прям-таки беда. И несмотря на то, что дамага и пробитие у них по основному типу, как и у львиного рева, на минуточку, вот можете сами сравнить, он ощущается только почти вплотную, то есть с дальностью попадания дамаг снаряда уменьшается. По сути, на дальней дистанции вы стакаете дебафы на враге и вносите супер урон, зависящий от стаков почти вблизи, с третьего скилла. Как минимум, задумка у отряда такая, как будет на релизе, пока не ясно. Но ясно одно: чуть меньше 3000 хп и по 3 сотни дефа делают для них смертельно опасными даже серых лучников. Родные трактаты, коих 2 штуки, а также ветка прокачки будут бустить только третий скилл, увеличивая урон и его дальность. Также отряд может ставить на себя все трактаты для арбалетчика, включая и двойной выстрел. Элитные алебарды, второй отряд из анонса. По геймплею от алебард там одно лишь название, отряд не имеет способности леса копий и больше норовит на особый тип отряда, но точная категория определится на релизе, что и решит проблему с трактатами. Теперь к способностям. Первый скилл, небесный удар, позволяет сблизиться с оппонентом, не направленно по аналогии с увеями, и обрушить на него град ударов с подсечками, имея дополнительный урон по блоку врага. Подсечки работают как небольшой стагер-эффект, и какого-либо колоссального контроля я не заметил, но вот вторая способность позволяет провести вам выпад, но выпад не вперед, а назад, утягивая врага за собой, подобно крюку. Направление выпада будет вами регулироваться при касте, а также отряд временно снижает урон по себе, к тому же входя в неуязвимость. Очень напоминает выпад Ороти, но только в обратном направлении и с контролем. Если же мы посмотрим на ветки прокачки, то их 2, где верхняя подразумевает увеличение урона от первого скилла, также накладывание замедления при его использовании на врага, а еще дебаф, уменьшающий броню вражеским юнитам при использовании скиллов на 20% в течение 5 секунд. Нижняя даст буст защиты, уменьшение входящего урона на 10% во втором скилле, снижение КД второго скилла и увеличение скорости передвижения отряда. Потому что я успел потестить, скажу, что нижняя ветка играется лучше против метовых отрядов, особенно с учетом пассивок, которые говорят о том, что элитные алебарды даже при базовых атаках имеют шанс подсечь врагов и игнорировать их щиты. В довесок, после убийства вражеского подразделения, как показывает практика и отдельных его юнитов, мгновенно восстанавливают себе 15% от максимального здоровья и увеличивают свою базовую защиту и урон на 20% в течение следующих 5 секунд, что очень напоминает ранний вампирик увеев. Ну и так как все-таки отряд относится к алебардам, но лес копий у них отсутствует, дабы сделать их хотя бы противными для коней, подразумеваю коней с мечами, так как натисковая кава их переезжает без шансов, добавлена пассивка, которая увеличивает ущерб, наносимый кавалерии, на 26%, замедляя ее скорость, к тому же на 30% в течение 1,5 секунд. Если отряд останется в категории алебардистов, то к нему будут применяться и трактаты для
древков типа защиты пикой и прочих, но я бы не делал ставку на антикаф реализацию. Примечательно, что трактат выносливость, по всей видимости, тоже будет вешаться на этот отряд. Если же мы рассмотрим родные доктрины, одна увеличит урон от первого скилла и урон по щиту, а вторая повысит вампирик и прирост статов с пассивки по убийству юнитов, упомянутой мной ранее. Несмотря на то, что отряд позиционирует себя как некая открывашка коробок, он не намного сильнее текущих УВов по урону в блок, а где-то даже и хуже. Надеюсь, эту разницу разработчик учитывает, ведь нет никакой релевантности открывать новый отряд, если с фулл трактатами он показывает себя хуже раздетых УВов. Но что нельзя отрицать, новый отряд Алибард имеет контроль по площади, но этот контроль, как по мне, не сильно эффективен. И если это делать фишкой отряда, такую фишку нужно утрировать, повышая рейндж, эффективность, дальность крюка или хотя бы игнорирование блоков с помощью него, пока мне не хватило от них контроля. Но это лично мое видение. Предсказывая ваш вопрос, со всеми коробками на данный момент отряд справляется за 3 прокаста в среднем. К слову, кулдауны между скиллов очень маленькие, но спартанцы, хоть и чувствуют урон, его недостаточно, чтобы забрать хотя бы часть Спарты. Пока отряд в таком виде, чувствуется, что спартанцы пробудут с нами еще и текущий сезон в роли топ-пехоты. Ах и да, контроль с крюков не работает на героев, только на отряды. Пока что. Но задумка самого отряда интересная, хоть и сыровата. Последний юнит текущего сезона самый интересный и интригующий – колесницы. Но вот беда, на данный момент в тестовой версии этого отряда еще нет. Для него даже анимации пока в превью сезона не запилено. Однако несколько интересных моментов, которые стоят вашего внимания, я все-таки расскажу, хоть и по большей части разбавлены они домыслами. Опираясь на пассивки, уже можно сказать, что колесница будет наносить разный урон разными своими частями, где основной будет не спереди несущихся коней, а позади отряда, собственно, с самой повозки. Провалившись в таланты, прогнозируется урон по дробящему типу как основной. Также колесница будет получать очень много урона от огня, что скорее всего и будет ее явным контрпиком. Второй скилл будет неким полицейским разворотом, который будет вносить урон от боковой части колесницы при резком повороте, сопровождаясь клавишей пробел. Первый же скилл и еще несколько фраз из дерева талантов и пассивных способностей говорят нам: у колесницы будет выносливость, а ее передвижение и скиллы будут ее расходовать, то есть своеобразная мана. Это уже породило много разных версий. Некоторые полагают, что колесница будет не просто юнитом, а управляемым транспортом, на который герою придется залезть как на коня. Как бы то ни было, гадать смысла нет, и что-то более оформленное мы уже увидим на релизе. Как минимум посмотреть на это чудо будет очень интересно. Что до Battle Pass'а, выдача клинков и наград по аналогии с текущим, а скины можете видеть на экране, кроме скина отряда, он еще не доработан. Как по мне, это один из самых приятных восточных сезонных скинов на героя. Останавливаясь на герое, новых рун для него я не увидел. Тенденция с посмертным взрывом перекочует и в грядущий сезон. Теперь к моменту, который для меня кажется неоднозначным: изменение интерфейса. Я не знаю, введено ли это изменение только для тестового серва или перекочует к нам вместе с релизом, но изменения, что сказать, налицо. Речь о гарнизоне. Отряды тут теперь расположены вертикально. Фильтр по типам войск остается на боковой панели прежним. Кнопка починки перенесена вниз, рядом с видом сортировки и расширенным фильтром, который теперь включает в себя широкую градацию. Нажимая на него, сбоку вы можете выставить для себя поисковые параметры. Скрыть параметры можно, нажав на крестик в правом верхнем углу, а сбросить кнопкой сброса в нижней части. В нижний правый угол перенесена клавиша перехода в панель отдельного юнита. Сама панель осталась без изменений, однако каждому юниту теперь определена категория, где новый игрок, допустим, может увидеть сильные стороны отряда в его использовании и его предназначение, что отражается под полоской левела и названия. Также рядом с кнопкой перехода есть и звездочка, чтобы пометить отряд избранным для личной сортировки и пика. Выбрав
активировав отряд на поле гарнизона, появилась клавиша «Попробовать», которая переносит вас в тренировочный лагерь отрядов, позволяя игроку поиграться со способностями. К слову, из белой кубической комнаты она приобрела вид текстурного наполнения в средневековом антураже игры. Из нее пропали пушки, как я понял, их перенесли вам в инвентарь для установки. Свободный тренировочный лагерь для теста героя также преобразился, но весь его функционал остался прежним. Предварительные регионы, которые будут открыты для территориальной войны: Аурбрук, Дайчен и Цюнчжоу. И по сути это все, что я успел подметить. Если какой-то вопрос был недостаточно освещен, задайте его в комментарии, а также поделитесь своим мнением о увиденном. Не забудь поддержать меня лайком и подпиской, это даст мне понять, хотите ли вы таких экскурсов в будущем, или же мне стоит сконцентрироваться на чем-то другом. С вами был Лорд Говард, покеда.